Когда речь заходит о премиальной говядине, многие сразу вспоминают японское вагю. Но в Корее есть своя гордость, и это говядина Хану. Многие местные корейцы убеждены, что она не только не уступает, но и даже превосходит вагю по качеству и вкусу. И сегодня я отправлюсь в один из самых популярных ресторанов Сеула, чтобы самому попробовать этот кулинарный символ Кореи и выяснить, так ли эта говядина хороша. Всем привет, друзья! С вами Денис Ким, вы на канале Foodcore. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Друзья, я выбрал ресторан в центре Сеула, который достаточно знаменит и славится своим мясом. И несмотря на то, что он находится на Мёндоне, а Мёндон это, наверное, самый туристический район, у него очень высокая оценка, и многие рекомендуют посетить именно его. Я оставлю адрес на этот ресторан в описании под этим роликом. Посмотрите, сегодня я не один, сегодня со мной мой брат Костя. Вы его достаточно давно не видели на канале, потому что он такой достаточно, как правильно сказать, супер занятой человек. Но как только он узнал, что мы идем снимать ролик про корейскую говядину Хану, он сразу нашел время. А как не пойти? Это же Хану. Слушай, оно такое недешевое здесь прям. Да, почему бы нет? Ну что, мне здесь очень нравится приветливый персонал. Нам сразу же предложили их какое-то особенное макколи, которое они сами делают. Они говорят, это лучший хендмейд в Корее. Я думаю, мы можем протестировать. Ты ее держишь как ребенка прям. Ну так, бутылочку вина. Да. 감사합니다. Принесли красивые стаканчики и принесли лед. Первый раз вижу, чтобы макколи пили со льдом. Так самый прикол, знаешь что? Знаешь, сколько градусов здесь? Сколько? 14,8. О, это намного больше, чем в обычном макколи. Это 3 раза. Вот это я понимаю, сервис. Вау. Ну ты прям макколи сомелье прям. Так, давай пробовать. Ой, люблю этот запах. Люблю этот запах рисовой брашки. И с вами, друзья, пум. О, оно крепкое. Оно вкусное. Очень вкусное. Тот случай, когда именно макколи прям вот на языке слоем остается, да? У него есть какой-то прикус, не могу понять, что за прикус. То ли кукуруза, то ли что. Прям запах похож, не могу сказать, что. Слушай, может быть, это из-за того, что мы привыкли пить макколи, которое сделано не из риса, поэтому настоящее макколи с рисом, оно такой типа привкус дает. Ну и у меня другого объяснения просто нет. Мы сейчас посчитали, в здешнем заведении, если отталкиваться от цены сета, который мы заказали, то килограмм говядины Хану здесь стоит 500 тысяч вон. 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей, ребят. Представьте, хотели бы вы попробовать такую говядину? Допустим, когда говядина вот так выглядит, вот здесь голова, а это туловище, да? Шейка самая нижняя, точнее, вот над позвонком идет вот эта часть. Она вся называется шейкой, но на корейском языке она подразделяется. То есть самая нижняя часть, это прям рядом с... Переход, получается, идет между шеей и позвонком, спинкой. Вот здесь вот эта часть, это самая нежная, самая вкусная. Знаешь, что это означает? 1++? Да. А, это типа, как это называется, категория говядины? Да, категория говядины. Это прям самая-самая премиальная. Вообще в Корее подразделяется на 6 разделений. Есть 1, 2+, а есть 1+. Я, кстати, пробовал, где был именно 1+. Вот, ну 1+ тоже. Она получается, вот если на всю Корею, 1++, это получается двойной плюс. Всего 4% в Корее. А 1+ где-то около 16%. Первое поколение просто без плюса где-то около 20%, а там уже потом идет второе, третье, четвертое. Пока нам несут мясо, Костя предложил попробовать панчаны. Здесь у нас, конечно же, кимчи, маринованный чесночок. И здесь у нас еще тоторимук, это такой панчанчик. Короче, это, знаете, такая желеобразная штука из желудевой муки. Многие говорят, что она на любителя, но я очень люблю. Корень колокольчика у нас здесь. Это черемша, скорее всего. Вот такая вот у нас маринованная черемша.
Корее говорят, что это прям очень полезно. И оно здесь в Корее очень дорогая. Ты не поверишь, но у нас, по-моему, тоже говорят, что это очень полезно. Не, ну в России не так дорого. Как кимчи? Кимчи из него было бы офигенно. А, то есть оно такое кисленькое уже? Тут прям не пожалели перца, обратите внимание. Да, но при этом оно до сих пор хрустит. А еще нам принесли вот такой пиалу с соусом. Ну, не знаю, мне кажется, хану это такое мясо, которое не нужно никуда макать, его надо просто максимум в соль, чтобы ощутить настоящий вкус вот этой шейной говядины. Меня, походу, торкнуло. Его торкнуло макали. Ну еще бы, 16 градусов, полноценное вино. Да, на голодный желудок. Давай еще. Ваше здоровье, друзья. 육회랑 이 사시미요. 감사합니다. 네, 주시면 Хану юкхэ. А, да, сырая. Сырая говядина. А это сашими. Тоже сырой. Тоже будет. сырой. Да. Ребята, вы просто гляньте на это. Это хану юкхэ. Сейчас в комментариях напишут, что мы сейчас заразимся паразитами. Ничего подобного. Некоторые говорят, что даже в принципе такую говядину есть приготовленное, это преступление. Что ты делаешь? Что он делает? Вы заметили? А, оно не падает? Она не падает. Вау. Я больше всего люблю юкхэ, если брать сырую говядину. Рекомендую сначала попробовать без маринада. Сашими. Ладно, давай. А там я вижу ягнем маринад. Гучтян немножко. Он должен быть прям огонь. В отличие от большинства корейских соусов, он вообще не сладкий. О, а послевкусие, да, какое кунжутное, ореховое, даже сказал ореховое. Орех! Вообще ничем не пахнет. Мясо как мясо. Нет никакого странного привкуса, вообще ничего. Есть просто чистый вкус говядины. Он меня просто растаял во рту. Давайте попробуем соусом теперь. Вы только посмотрите, какой красивый кусочек. Я его сейчас макну в этот классный соус. Специально не сильно. Что, так вкусно прям? Ну давайте, не терпится. Надо узнать рецепт этого соуса. Офигенный соус. Вообще, вот эта сырая говядина просто нереально вкусная. Это вот то самое настоящее хе из говядины. Не которое маринуется там в уксусе, там еще чем-нибудь. Нет, это вот настоящее хе. Вы только посмотрите. Часто называют это корейским тартаром. Прикольный здесь этот соус, да? У них маринад не сильный, как в обычном. Да, он такой в меру сладенький. А еще заметил, что здесь нет желтка, как обычно всегда кладут? Чесночок вообще в тему. Прекрасное блюдо. Друзья, ну вынужден признать, несмотря на то, что я большой поклонник юкхэ, все-таки говяжье сашими мне понравилось больше. Очень вкусно. Прям готов съесть еще одну такую тарелку. Давай выпьем за прекрасный обед. Круто пить макали в обед. Макали создано для того, чтобы пили его в обед. Да. Кто не знает, это напиток крестьян, те, которые работали в поле. Когда начинался, так скажем, обеденный перерыв, что-нибудь ели, не сильно такое тяжелое, обычно холодное, и запивали это все вот этим макали. Ну просто это макали достаточно крепкое, поэтому пить его в обед это все равно, что выпить вина в обед. Хотя, в принципе, как говорится, стаканчик вина за обедом никому не вредил, как говорится. Ну. 어떤 게 좋으실지? 살짝 이걸로 보시면 될 것 같아요. 이걸로 해드릴까요? 네. Ты сделал правильный выбор. С чего начать? По-любому. Да. Особенность многих щектанов, где подают в хану, заключается в том, что они всегда говорят, давайте мы лучше сами, чтобы вы, не дай бог, не испортили мясо. Как говорится, чтобы ни одна коровка не умерла зря. Но прежде нам надо съесть рамен. Рамен? Давай. Да, рамен с говядиной. Тоже с хану по-любому. Тоже с хану. 냉면도 여기다 짜르륵 놔드릴까요? 아, 예, 놔주세요. 감사합니다. on my mind, jump on it. Put 'em up, come and show me. I guess we'll never know it. On it. Put 'em up, no second thoughts, just let me change your mind. Put 'em up. Я вот так скажу, это обычный шинрамен, но в который добавили хану. И знаете,
Это какой там, помнишь в «Паразитах»? Рамдон, вы его знаете, но правильно он идет как чапагури. Блин, это вкусно, что я скажу. Офигенная лапша. Сочетание с говядиной прям вообще топчик. Ребята, тут такой аромат невероятный стоит. Просто, просто бомба. Уже не терпится попробовать. Нам его готовят до состояния медиум, прожарка. А, 감사합니다. О, еще нам принесли 같이 꺼드릴 мясо. 거예요. 제가 좀 더 드리는 거예요. 감사합니다. Ой, я прям вижу, какая она прям будет вкусная. Да. Тут максимум мало получается мяса, тут максимум жира. Смотри, какой вкусман такой прям во рту тает, прям 100%. Что, друзья, первый кусочек нам уже дали попробовать. Это такие, знаете, обрезочки от основного куска. Ну, давайте пробовать. Чин. 그렇죠? 엄청 맛있어요. Мы ждем вот этот главный кусок. Я прям вижу уже какая там четкая прожарка. Друзья, смотрите, нам принесли еще одну целую тарелку с мясом. Сказали, это нам в подарок. У нас просто полный стол еды, и половина этого стола это мясо. А еще нам принесли, видите, какую бадью с супом. Это 된장밥, Денджанпап. 된장찌개 с рисом. Но Да. он уже получается как чук. Тебе тоже понравится, тоже Я очень. обожаю чук. Все, кто любят каши рисовые, ставьте лайки, потому что сейчас мы это будем есть в вашу честь. Ну, вы посмотрите, это просто произведение искусства. Нам потом поджарят еще вот эти вот грибочки. Но это просто невероятно, друзья. Смотрите, какое красивое мясо. Идеальная прожарка, они тут прям так заморачиваются. И вот этот вот нежнейший кусочек я хочу попробовать. Просто чуть-чуть, вот буквально чуть-чуть макнув в соль. Нам, знаете, тут поставили несколько соусов. Но мне кажется, это уже будет кощунством макать такое мясо в эти соусы. Чем мы обязательно займемся чуть позже. А я пробую с васаби. Тает во рту, сочная. С каждым укусом я чувствую, как этот сок просто растекается по моему рту. Просто вкус невероятный. Я прям кайфую. Давай-ка я еще в горчичку макну. Она кисленькая, ты лучше васаби. А я уже макнул. Я не люблю васаби, друзья, я люблю больше горчицу. Она дает сладость. Это дижонская горчица, и она больше сладенькая, чем кисленькая. А теперь попробуй с васаби. Блин. Вот, кстати, вот как не сати, но с мяса. Говя хану с ладно. васаби, это очень вкусно. Ладно, уговорил. Сейчас. Знает толк. Слушайте, я не люблю васаби вообще, от слова совсем. Но здесь оно прям как будто в тему. Она насыщает вкус мяса, да. Друзья, ну, тут по-другому не скажешь. Эксперт. Не, хану это прям очень вкусно. Да. Мне прям очень нравится. Я прям испытываю нереальное наслаждение. И скажу честно, я пробовал вагю, но хану мне нравится больше. Мне нравится, что ребята сами пожарили, не дали нам испортить, не дали нам пережарить. Рекомендованную прожарку сделали. Все Да. просто прекрасно. Высший пилотаж. Обратите внимание, какая тут вот жировая сеточка. Вот это уже, кстати, очень сильно похоже на вагю. О, ну видно, что это мясо намного жирнее, потому что сразу, когда начал капать жирок на угли, сразу начало все подгорать. Я имею в виду, начал воспламеняться огонь. Сотрудник вот специально убирает его мясо, чтобы у нас оно не сгорело. 이게 원래 불이 좀 잘 나는. 네, 기름이 많으니까. 네, 맞아요. 기름이 많은 오일리 칼국수. Слушай, по идее, оно уже готово, мне кажется. Да, мне кажется, он может сейчас... Хотя не, он знает, что делает. Я уже переживаю. О, смотри, я вижу на поверхности мясной сок, который можно принять за кровь, но это мясной сок, друзья. Вот его-то как раз наоборот нужно чисто в соль. Да, давай, я хочу Как взять... персон аппетит выглядит. Да, вообще просто. Я хочу взять именно тот, который вот с этим мясным соком. Блин, я не знаю, видно вам, нет? Вот покапало. Чуть-чуть буквально в соль. Ну? 너무 맛있어요. 맛있어요?
А какое сочное? Просто растаяло. Слушай, это лучшая говядина, которую я ел в своей жизни. Да, это намного лучше, чем УГИ. Вот этот кусок просто бомба. Он просто растаял, исчез. Просто секунда, и все, нету его. Как еще раз эта часть называется? Сальчисаль. Сальчисаль. Это получается между шейкой и позвоночником есть прям маленькая-маленькая часть вот такая. Да. И она очень жирная, потому что она неподвижная. Я видел в меню, успеть ее купить, потому что ее ограниченное количество. Блин, жалко, что эта говядина стоит 30 тысяч рублей за килограмм. Она еще дороже. На меню написано 55 тысяч за 100 грамм. 5 миллионов вон за килограмм, это 150 тысяч рублей. Я боюсь посмотреть, что там будет в финальном счете у нас. Платить-то мне за это все дело. Но, блин, друзья, это очень вкусно. Даже если там выйдет в районе, там, не знаю, 700 тысяч вон, я скажу так. Раз в жизни, ладно, не раз в жизни, если есть возможность попробовать, обязательно пробуйте, потому что это очень вкусно. Я уже чувствую, что наедаюсь. Это именно приятное чувство насыщения. Не когда ты накидал себя по-быстренькому, а именно когда ты вот постепенно насыщаешься, кушая потихонечку, разжевывая все, смакуя. Хватит болтать, надо есть. Костя все съедает, блин, а платить мне. Ты наедаешься? Ты смотри, сколько на черблюд тут. О, да, точно. Нам еще принесли нэнмён. Наши принесли юкепи бимпап. Еще нам принесли венджан пап. Возможно, некоторые из вас сейчас задались вопросом, а почему эта говядина такая дорогая? У тебя есть на этот вопрос-ответ? Я просто знаю, что, во-первых, ее кормят специальным отборным зерновым кормом, содержат эту говядину в специальных местах, контролируют это все дело. Насколько я знаю, там очень важный контроль не только по состоянию животного, но и генетический контроль, чтобы именно была правильная порода. Большое очень внимание уделяется бычкам. Их надо вовремя кастрировать, чтобы мясо не было с каким-нибудь душком, знаете, ароматом неправильным. Корея — это страна гор, здесь не так много пастбищ. Здесь, в принципе, нет много говядины. Я имею в виду, нет много крупного рогатого скота, и большая часть мяса завозится из-за рубежа. Но вот хану, только хану, выращивается именно в Южной Корее. Если вы смотрите сейчас этот ролик и задались вопросом, а где мне попробовать эту говядину хану, не приезжая в Южную Корею, то у меня для вас печальные новости, к сожалению, нигде, потому что хану, она не экспортируется из Южной Кореи. На это есть три причины основные, и первое — это ограниченные объемы производства. Просто на внутреннем рынке корейцы успевают сами ее всю съесть, и страна не успевает производить столько говядины, чтобы ее еще отправлять на экспорт. Вторая причина — это высокий спрос на внутреннем рынке, потому что корейцы считают эту говядину своей национальной гордостью и едят ее по праздникам, на особые мероприятия и так далее. Из-за этого у нее очень высокая цена. Это просто экономически нецелесообразно. Ну и в-третьих, очень сильный и мощный контроль качества. Как уже сказал Костя, есть определенные государственные проверки. Все, кто выращивает хану, есть производители. Их всех контролирует государство. Плюс ко всему правильные корма, правильные условия содержания. То есть в отличие от того же японского вагю, которое производится, если я не ошибаюсь, еще в Австралии и в США, то корейцы вообще никому не доверяют эту говядину выращивать. Бывает все равно исключение. Допустим, есть мало количество стран, куда хану экспортируется. Это не официальный экспорт. Да, это не официальный экспорт, это получается, скорее всего, как-то контрабандой, либо, короче, человек просто там через стюардесс как-то договорятся. Чемоданов. Там, деньги, да, для чемоданов. Я слышал, что некоторые страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг, там, где достаточно прочные дипломатические отношения Южной Кореи с этой страной, иногда хану специально не экспортируют, а отправляют в посольство Южной Кореи в эти страны на спецприемы, знаете, на какие-то специальные ужины, куда приглашаются высокопоставленные чиновники. И вот там можно попробовать хану. Но есть энтузиасты, как уже сказал Костя, например, у нас есть такие знакомые из СНГ, которые просто вывозят ее чемоданами. То есть они приезжают в Корею, здесь несколько дней кайфуют, а потом едут в специальные магазины, где это хану продается, набивают чемодан, отбывают и два, приезжают специально налегке и вывозят ее. То есть официальным экспортом это назвать нельзя. Это, как сказать, больше челночная контрабанда. Но так или иначе, в некоторых местах можно попробовать хану, если вот как раз-таки человек таким вот образом ее вывез из страны. Но, опять же, из-за того, что нет официального сертификата, да, подлинности, непонятно, как ее вывозили, как ее хранили и так далее,
тут возникает очень много вопросов. Еще есть несколько причин. Хану нельзя замораживать. Это Самая главная причина. Но в большинстве случаев они их замораживают, когда перевозят. Вот, тоже, видите, резкая причина к тому, чтобы не пробовать ее где попало и не верить тем людям, которые говорят, вот у меня хану. И еще они жарят неправильно. Я вот в России сколько не ходил пробовать хану, мраморную говядину. Пиздец. А где ты ходил пробовать хану в России? А ты что, не в курсе? У нас даже в Хабаровске есть. Я думаю, это сейчас нельзя рассказывать. Ну, короче, жарят неправильно, да? Ее потушили, а не пожарили, я бы тебе сказал так. Я отдал 15 тысяч рублей вот за вот такие 3 кусочка, я сказал, вы что? Короче, они ее испортили. Это вот то, о чем мы говорили. Здесь даже ребята специально сами жарят, потому что они специально обучены этому. И настоятельно не рекомендую делать это самим. Это кусочек языка. Самая резиновая часть, которая вот здесь на столе представлена, но она при этом сочная, упругая. Да я вообще обожаю язык, ну вообще говядину, говяжий язык. В России, когда я пробую язык, мы когда ее покупаем на рынке, она, как ты ее не разрежешь, она серого цвета. А, да. Такая серая, противная. А ты видел цвет ее Розовая здесь? Да, такая. розовая, белая, светлая. розовая. Нам принесли еще нэнмён. Сейчас Костя будет его заправлять и Уксус перемешивать. обязательно. Это у нас горчичка. Обязательно ритуал, потому что обычно эта лапша очень длинная. Вообще есть это тоже история про эту лапшичку. Когда нэнмён только-только придумали, корейцы его начали кушать, прям обожали. И даже снимали на основе этого комикс как-то. Всегда родители шутили, говорили, что если ты любишь есть нэнмён, его всегда нужно резать. А почему? Потому что как-то тип кушал нэнмён и нежданно чихнул. А у него лапшичка пошла через ноздрю. А она, когда не обрезана, она очень длинная. Он ее доставал вот так. Это официальная легенда, почему надо нэнмён резать? Да. Ой, мне нравится. Друзья, чтобы вы понимали, вообще вот пибим нэнмён, пибим куксу, нэнмён и в принципе вот любая холодная лапша считается идеальной закуской к корейскому барбекю. Неважно, едите вы сам гёпсаль, либо жарите какой-нибудь кальби, либо в принципе, короче, любое мясо, если жарите, это считается идеальной закуской, потому что она освежает. Вот мы еще добавили уксуса немножко и горчички, она освежает. Вам как будто, знаете, на некоторое время появляется ощущение, что у вас появляется какая-то легкость в желудке. В общем, такой лапшичный мизим, но это обманчивое на самом деле ощущение, и вы быстрее наедаетесь. Но еще раз говорю, будете в Корее и будете есть в корейском барбекю, обязательно заказывайте нэнмён, потому что это действительно классное сочетание. Вкусно? Офигенно. Ну давай попробуем. Когда ты ее порезал, она вот примерно вот так выглядит. Ее очень легко есть, и не надо прям дико и мощно всасывать. А у тебя глаз наметан? Получаешь 5 за идеальное смешивание нэнмёна. Печать поставишь? Не взял с собой. Но это еще не все. Нам принесли еще юкхе бимбап. Обратите внимание, как Костя все тщательно перемешивает. Многие из вас просто щипают ингредиенты сверху, но именно правильно надо все перемешать. Я обожусь. Такое бывает, когда ходишь со мной по ресторану. Вот так должно это выглядеть. Вот, да. Однородная каша. У них и бимбап тоже офигенный. Но, скажу так, бибимбап да бибимбап. Из-за того, что много ингредиентов, и здесь вот конкретный соус, который кладется к бибимбап, а это обычно чокочудян, либо просто кочудян, теряется юкхе где-то там, на задворках остается. Я не знаю, если бы я пришел, вот, допустим, просто бы во вторник, ну, то есть в обычный день, я бы просто заказал мясо, и, может быть, еще заказал бы нэнмён. Все. Мы так сам не сделали ни разу. Мне кажется, оно уже тут как бы, ну окей, давай для галочки сделаем. Но мне кажется, это уже такое, знаете, уже натягивание совы на... Я даже не знаю, что еще положить сюда потом. Геогинамуль. Да не, вот оно же перебьет вкус. Ну окей, давай попробуем. Ты что, ни разу не пробовал черемшок говядину? Черемшок прям очень хорошая с мясом. Ну ладно, поверю тебе. И чесночок не забудь положить. Как-то так это выглядит. И немножко васаби. Ну все равно мне отдельное мясо больше нравится. Я дышать не могу. Тяжело. К моему большому удивлению, я, короче, полюбил мясо с васаби.
Я не люблю васаби, чтобы вы понимали, вообще. Говорят, что нет плохих ингредиентов, есть просто плохое их сочетание. Так вот, наверное, все-таки это правда, потому что я обычно не люблю васаби, я его не ем, но именно в таком сочетании оно просто для меня раскрылось. Короче, открыл для себя васаби заново. Итак, друзья, могу ли я вам порекомендовать хану? Однозначно да. Это не просто мясо, это целый культурный опыт. Если вы в Корее, то обязательно сходите и попробуйте, не пожалейте денег, и тогда вы точно поймете, почему местные корейцы так им гордятся. А на этой прекрасной ноте я буду с вами прощаться. Друзья, напишите в комментариях, доводилось ли вам пробовать хану либо вагю. Также обязательно поставьте этому видео лайк, если вам понравилось видео. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал. Но я напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Ким, мой брат Костя. Спасибо вам большое за просмотр. И увидимся в следующих роликах. Всем пока!